Привет, с вами Алена. Сегодня покажем вам интересный случай, но на самом деле достаточно частый у клиентов. То есть они частенько обращаются с таким, что говорят: у меня на двух пальцах с двух сторон одинаковая пустота, то есть симметричный анихализис. И тут, конечно, стоит задуматься, почему же он такой симметричный и ровненький. Ну, начнем с того, что он здесь такой у нас достаточно здоровенький. Обратите внимание, какой большой карман у нас на этом ногте, а на втором примерно такой же. Ну так вот, симметричность должна заставить нас задуматься, как и любой другой, конечно, анихализис. Но вроде как разговаривали, она нигде и не ударялась, ничего такого не делала. Ну, то есть как будто бы все произошло само по себе. Вообще, это достаточно частое явление, когда люди говорят, что я вообще ничего не делал, все произошло само по себе, но вот там палец только отбит. Ну, вот как выяснилось в ходе нашей практики, то, что люди могут даже не запоминать и не обращать на это внимания. Но сегодня это не наш случай. У нас здесь не следствие травмы, а очень интересная штука, которую люди просто не замечают. Короче, разговаривали. Кстати говоря, за работой мастер Елены. И выясняется, что, оказывается, у нее неправильно подобраны чулочно-носочные изделия. Чуть дальше мы это вам продемонстрируем. А я пока расскажу, как это происходит. Значит, я на себе буду говорить, да, вот раньше я думала, что у меня размер ноги 37-38. Но я как бы влезаю в обувь размера 38, иногда даже 37. Ну, как бы все нормально. Но зимнюю там 38-39. А босоножки можно и в 37 залезть. Да, можно залезть, но что при этом происходит с ногой и с пальцами, это просто жесть. То есть они там вообще в кучу. То же самое у людей происходит еще и с носками. Это удивительно. Раньше об этом я даже не задумывалась. Ну, то есть пока сама не стала сталкиваться с такими моментами. Вот, то есть когда ты на свой воображаемый 37-38, покупаешь такой же воображаемый 37-38 носок, ну, первая носка еще вроде как ничего, все нормально. Но после этого, то есть ты одеваешь носок, ты походил в нем целый день, и потом ты его, элементарно стираешь. Ну, а чтобы носочки отстирывались прям уж точно хорошо, мы все любим поставить температуру повыше и все это дело до полусмерти закипятить. Ну, и все правильно, дезинфекция на секундочку, да, ноги же все-таки, чтобы все было чистенько. Но никто не учитывает, что носочек при этом становится еще меньше. И когда этот носок, одеваешь в следующий раз, он может становиться такой тугой, может быть, обращали внимание. У меня вот дети терпеть не могут носки после стирки, они их сидят, потом растягивают, прежде чем одеть. И вот на интуитивном уровне они, честно говоря, делают правильно. То есть из своего 37-38, который на самом деле не 37-38, а скорее всего 39-40, получается, что носок вообще ужимается до 36-35. И, естественно, когда мы одеваем такое чулочно-носочное изделие, оно банально не подходит, и пальцы будут в кучу. И здесь явно понятно, что вот этот анихализис, он происходит, потому что ноги собраны в кучку, и, скорее всего, вот второй пальчик давит на первый, и получается вот такой вот неприятный эффект. Что нужно делать? Я советую покупать носки на несколько размеров больше. То есть на 37-38 мы берем 39-40. Во-первых, никто не скажет: фу, какой у тебя большой носок, этого просто банально не видно. Носки, как правило, тянутся, и они все равно сядут по ноге. Вот, а во-вторых, как-то, я не знаю, покупайте так, чтобы у вас там пальчики могли шевелиться. Я понимаю, что носки не померишь. Вот сейчас будет тот самый момент, когда мы взяли ее носочек и приложили его к ноге. Вот от пятки до носка. То есть у нее даже мизинец туда не помещается, а мы говорим про большой палец. То есть большой палец там просто будет скомкан, чтобы было понимание, да. Та же самая история у нас происходит с колготками, предположим. Колготки, вот смотрите, как это забавно выглядит, как будто детский носочек и взрослая нога. Вот. С колготками у нас та же самая история. Я думаю, что всем девочкам знакома ситуация, когда ты после тяжелого, долгого дня наконец-то снимаешь обувь, стягиваешь с себя эти колготки и думаешь: боже мой, какое счастье, наконец-то все это со мной случилось, и мои ноги свободны, потому что весь день ты ходила в этих таких плотных капроновых колготках, которые стягивали тебя всю, да, у тебя все болит, у тебя там чуть ли не все чешется после работы, и, конечно же, твои пальцы просто прифигели со всего происходящего. Вот, кстати говоря, песчинка, Лена,
Я оставлю на нее ссылку под видео. Это та, у которой мы проходим все обучения. У нее очень много интересного контента на эту тему. Я советую прям перейти, посмотреть. И она часто и про носки, про колготки рассказывает. И однажды, когда я поехала к ней, я тоже ей стала говорить, я говорю, ты знаешь, у меня вот постоянно вырастает вот первый, второй, третий палец, прям беда какая-то напасть. Она говорит, а ну давай раздевайся, значит, стянул с меня ботинки и смотрит на мои колготки, и все, короче, головой качает, говорит, ну ты вообще просто. То есть мне даже раньше как-то, не думалось на тот момент тогда, что колготки могут стать причиной, а я действительно, люблю носить такие моделирующие колготки, я часто выбираю, да, которые, во-первых, у меня проблема с отеками ног, и для этого как раз-таки я тоже ношу утягивающее белье, я имею в виду колготки. И также мне хочется, чтобы силуэт выглядел красиво. Я думаю, это нам, девочкам, да, понятно, почему мы носим утягивающее белье, даже если все нормально. На всякий случай, чтобы точно все было классно. Вот, и, эти колготки, они утягивают все, включая пальцы. И вот это вот ненормально. И она мне показала очень простой лайфхак, то есть ты одеваешь колготки, и потом вот этот вот носочек, который мы часто натягиваем, да, чтобы прям плотненько все сидело, нужно от себя оттянуть, то есть взять пальцами руки и оттянуть его в противоположную сторону от пальцев ног. То есть вот это пространство там организовать, чтобы в итоге у вас пальцы на ногах смогли шевелиться. Вот такой простой лайфхак, на самом деле, может вам не слабо так помочь. В общем, выбирайте правильно носки и обувь, и мы будем еще снимать контент на эту тему. А сейчас, кому интересно, можете прям к Лене перейти, и там тоже много всего прикольного. У нее прям жестище на аккаунте. Ссылку оставлю на инстаграм-канал. У Лены пока нет ютуба, но я ее уговариваю. Так что все. Всем пока-пока.